Поезд медленно отходил от Пражского вокзала, протяжно вздохнув и потянув за собой длинную цепь вагонов. Сквозь мутное стекло купе мелькали светящиеся окна, спешащие люди, мокрый снег, падающий на перрон. И все это постепенно растворялось в темноте зимней ночи. Внутри было тепло и тихо. В купе номер 7 сидел полковник Маркус Вебер, мужчина лет 60, с прямой спиной и холодным взглядом человека, привыкшего к порядку и подчинению. Его шинель аккуратно лежала на полке, на коленях, газета, на столике, стакан с крепким чаем. Он редко ездил поездом, предпочитал автомобиль, но в этот раз дорога тянулась слишком далеко, и генерал настоял, чтобы он ехал именно так. Маркус слушал равномерный стук колес и думал о службе, о годах, что пролетели в казармах, командировках, под гул приказов. Он не замечал, как поезд набирает скорость, пока дверь купе не открылась с мягким щелчком. На пороге стояла женщина. Высокая, стройная, сдержанная. На плечах длинное серое пальто, в руках небольшой чемодан. На воротнике таял снег, превращаясь в мокрые темные пятна. Ее лицо было бледным, уставшим, но глаза внимательными, спокойными. «Простите», — сказала она тихо, но уверенно. «Это, кажется, мое место». Маркус даже не взглянул. «Ваше? Тут и без вас тесно. Найдите себе другое», — буркнул он, перелистывая газету. «У меня билет», — холодно произнесла она. Он вскинул брови. «Сейчас у всех билеты, а вот вежливости ни у кого», — пробормотал, не скрывая раздражения. Женщина чуть усмехнулась, но голос ее остался ровным. «Здравствуйте. Разрешите пройти?» Полковник тяжело вздохнул, нехотя отодвинул ногу. «Садитесь уж», — буркнул он. Она аккуратно поставила чемодан, сняла перчатки, затем пальто. И в тот момент, когда ткань мягко скользнула с ее плеч, Маркус машинально поднял взгляд, и его лицо сразу изменилось. Перед ним стояла женщина в военной форме. На погонах серебряные звезды подполковника медицинской службы. Он замер. Газета тихо зашуршала в руках. «Что-то не так, товарищ полковник?» Спокойно спросила она, заметив его реакцию. «Подполковник, вы в медслужбе?» Хрипло выдавил он. «Да, подполковник Анна Ларсен», представилась она. «Мы уже встречались. Госпиталь в Будапеште. Вы были ранены в плечо». Маркус замер, как будто время отмоталось назад. Вспышка боли, запах антисептика, холод операционной. И над всем этим тихий женский голос, уверенный, спокойный. «Дышите ровно, полковник. Все будет хорошо». Он вспомнил. Именно она тогда спасла ему руку. Он опустил глаза. Газета соскользнула на пол. Анна села напротив, достала книгу, открыла ее и, будто ничего не произошло, начала читать. Поезд гудел, стучали колеса, и в каждом ударе слышалась неловкость, повисшая между ними. Минуты тянулись долго. Маркус чувствовал, как в груди что-то сжимается. Ему хотелось что-то сказать, но слова не шли. Наконец он негромко произнес: «Простите, товарищ подполковник». Невежливо получилось. Анна подняла глаза от книги. Взгляд ее был спокойным, почти мягким. «Бывает», — сказала она. «Главное — делать выводы». И снова тишина. За окном проносились огни редких станций, снежинки танцевали в свете фонарей. Вебер сидел неподвижно, глядя на свое отражение в стекле. Ему было неловко, не просто за грубость, а за что-то глубже. За забытое чувство уважения. Иногда самые неприятные встречи оказываются не случайными. Они возвращают человеку то, что он когда-то потерял — человечность.